целый океан милости на весь мир. By His kindness that I am able to be fortunate to be back with all of you again in the great country of Ukraine. По Его доброте я имею возможность вновь вернуться и быть вместе с вами в этой великой стране, в Украине. It's my very great pleasure and fortune to see all of you again. Это моя удача, и я очень-очень счастлив вновь видеть всех вас. Each time I come here, the power of devotion and sweetness of enthusiasm of the devotees is raising to higher levels. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то я вижу, что сила преданности и энтузиазм, которые есть в сердцах преданных, возрастает от раза к разу. Certainly, the most precious blessings are upon all of you. Очевидно, что самые большие благословения падают на ваши головы. Krishna tells us in Sri Bhagavad Gita that He is equal to everyone. Кришна говорит нам в Бхагавад-гите, что Он равно относится к каждому. There is no envy or partiality in the mind of God. Кришна относится ко всем равно, и Он никому не завидует со стороны Бога. Нет этого. Yet, one who is a devotee is most intimately united with Krishna in love. Несмотря на это, преданный находится в положении, в котором Кришна любит его больше всех. Because Krishna reciprocates with our sincerity. Потому что Кришна отвечает на нашу искренность. Bhakti is the movement of the heart in sincere desire to serve and please the Lord. Бхакти означает чувство, которое есть в сердце, и страстное желание служить, искренне служить Господу. That the perfection of whatever endeavors we make in this world is simply that we please Krishna. Совершенством всех усилий, которые мы принимаем в этом мире, является удовлетворение Кришны. It is actually so simple. На самом деле это очень просто. The conclusion of all philosophy is simply to please Krishna. Заключение всей философии состоит в том, чтобы просто удовлетворять Кришну. Philosophers have written eloquent books of logic, deeply probing into the mysteries of life. Многие философы написали очень глубокие, серьезные философские трактаты, которые описывают разные таинства жизни. Gaudiya Vaishnava philosophy is so deep, so profound. It answers all questions. Гаудия Вайшнавская философия настолько глубока и возвышена, что отвечает на все вопросы. For those who have studied Jiva Goswami's writings carefully, they have proclaimed that he is the greatest philosopher that has ever lived. Те, кто очень глубоко изучили труды Шрила Джива Госвами, пришли к выводу, что это был самым величайшим философом, который когда-либо жил в этом мире. It is the depth of the understandings of reality given in Bhagavad Gita. И какова глубина понимания реальности, как это описано в Бхагавад-гите The Upanishads, и в Упанишадах, the Vedanta Sutra, Веданта-сутре, the Puranas, Пурана. so deep,
so authoritative on the basis of the revealed Word of God. Это настолько глубоко, настолько авторитетно и так ясно открывает волю Бога. But yet, what is the essence? И тем не менее, что является сутью? What is the purpose of all of it? В чем смысл всех этих писаний? Simply to bring us to the point of always remembering Krishna and never forgetting Krishna. Смысл в том, чтобы просто вдохновить нас всегда помнить о Кришне, никогда не забывать о нем. But remembering Krishna in an attitude of favorable service. Но помнить о Кришне мы должны в благоприятном настроении служения. The conclusion of life and all of its goals is to please Krishna in our every action, word, and thought. Смысл жизни и смысл всех целей, которые мы ставим в своей жизни, состоит в том, чтобы просто удовлетворять Бога. This is the quality of Prahlad. Таково качество Пралады. Whether he was thrown in the ocean or fire and pits of snakes, that was not really a concern for him. Пралад не был сильно озабочен тем, бросали ли его в яму с огнем или в пещеру с ядовитыми змеями. Он не был сильно обеспокоен всем этим. His only aspiration was, in whatever situation, how will I please Krishna? Единственное, что заботило его, так это то, чтобы во всех этих ситуациях он удовлетворял Кришну. The residents of Vrindavan, this is their attitude. Таково настроение обитателей Вриндавана. At all times, the only motivation in their hearts is together, unitedly, to give Krishna pleasure. Во все времена единственным мотивом, который глубоко находится в их сердце, состоит в том, чтобы совместными усилиями удовлетворять Кришну. Every blade of grass, every tree, every flower and plant. Каждая травинка, каждое дерево, каждое растение, The bees and the insects, the frogs and the reptiles. пчелы, насекомые, лягушки и рептилии, And the deers, and the cows, and the calves, and the goats, and the sheep, and the buffaloes. олени, коровы, телята, быки, And all the gopis and gopas of all ages. все гопи и гопы, всех возрастов, And the priests as well. Their only motivation was together. They were all just living together for Krishna's pleasure. их единственным мотивом было то, чтобы жить вместе и вместе удовлетворять Кришну. Even the competition they may have had amongst themselves only increased their love for each other because it was for Krishna's pleasure. Даже соревнование, которое имело место между ними, существовало, увеличивало их любовь друг к другу, потому что это соревнование существует, опять же, с целью удовлетворения Кришны. Competition that is truly on the transcendental platform is trying to do better than others for Krishna's pleasure. Соревнование на трансцендентном уровне означает, что я буду совершать лучшее служение для удовлетворения Кришны. Because if we try to do better than others, and others will do better for us, and then we'll try to do better than them, and they'll do better than us, and then in this way there's more and more service to Krishna. Потому что если я буду делать служение лучше, чем другие, а тот будет делать служение лучше, чем я, а я буду еще лучше делать, он будет еще лучше делать, таким образом качество служения Кришне очень сильно возрастает.
In the material world, competition generally creates envy. В материальном мире соревнование обычно создает зависть And pride. и гордость. Pride if you're doing better and envy if you're not. Гордость тем, что вы лучше, чем кто-то, и зависть, если вы хуже, чем кто-то. But transcendental competition is opposite. Но трансцендентное соревнование – это что-то противоположное. If we are actually competing for the pleasure of Krishna, then the competitors in the process will develop more and more ecstatic love in each other. Если мы на самом деле соревнуемся для удовлетворения Кришны, то тогда те, кто соревнуется, разовьют все большую и большую любовь друг к другу, потому что они пытаются удовлетворить Кришну. There can be no envy. И между ними не может быть зависти. Because if we are serving for the pleasure of Krishna, Prabhupada said, explain Godhead is light. Потому что если мы служим для удовлетворения Кришны, как Шрила Прабхупада говорил, что Бог означает свет. If we're really serving for the pleasure of Krishna, the light in our heart will dispel all the darkness of envy. Если мы на самом деле служим ради удовлетворения Кришны, то свет нашего сердца рассеет всю тьму зависти. And as we're pleasing Krishna, because we're trying to do it together, even though we may be competing, we're doing it together, love for each other naturally must awaken. И по мере того, как мы удовлетворяем Кришну, из-за того, что мы делаем это вместе, даже несмотря на то, что есть дух соревнования, но мы держимся все вместе, то это очень сильно удовлетворит Кришну. When Krishna was herding cows, sometimes he would go to a distant place to see the beautiful scenery of Vrindavan. Иногда, когда Кришна выходил пасти коров, то он выходил и наслаждался красотами Вриндавана. He would be looking at the beautiful forests of Kadamba, Tamil trees. Он наслаждался видом прекрасных деревьев Кадамба, With the beautiful green parrots and singing and dancing peacocks. видом прекрасных зеленых попугаев, которые пели и танцевали. And one of the gopas would call out, I will be the first to touch Krishna. И кто-то из гопов говорил, что я буду первым, кто прибегу и прикоснусь к Кришне. And another would cry out, no, I will be the first to touch Krishna. Тогда другой говорил, что нет, я прибегу первый и прикоснусь к Кришне. And then all the gopas started crying out, I will be the first to touch Krishna. И тогда все гопы начинали восклицать, нет, я буду первым, кто прикоснется к Кришне. All the gopas were racing to be the first to touch Krishna. И все гопы тогда вызывали, что они будут первыми, кто прикоснутся к Кришне. Why did they want to touch Krishna? Почему они хотели прикоснуться к Кришне? It was never for their own sense gratification. Они никогда не делали это ради своего чувственного наслаждения. Kirti Prabhu, the risen like the sun. Что Кирти Прабху взошли подобно солнцу. It was for Krishna. Все это было ради Кришны. To show their enthusiasm of love for Krishna. Они показывали свой энтузиазм любви к Кришне. Because a very integral part of an expression of affection is enthusiasm. Потому что неотъемлемая частица энтузиазма любви к Кришне является энтузиазмом в служении Кришне. Srila Prabhupada very, very much encouraged us to be enthusiastic in whatever we are doing. Шрила Прабхупада очень сильно вдохновлял нас, чтобы мы были очень энтузиастичны в любом служении, которое мы не совершали. A machine can do work, but it cannot have enthusiasm. Какой-то механизм может выполнять ту или иную работу, но механизм не может испытывать энтузиазма. Enthusiasm is an offering of our heart in whatever we're doing.
Энтузиазм – это подношение нашего сердца в любой деятельности, которую бы мы не совершали. So when we direct our enthusiasm to Krishna, that means we're really putting our heart, our mind, our everything into pleasing Krishna. Поэтому, когда мы направляем свой энтузиазм в служении Кришне, это означает, что мы вкладываем все свое сердце, интеллект и ум в удовлетворение Кришны. Srila Prabhupada quotes from the Goswami that the price of dating Krishna is the eagerness, the enthusiastic greed to please Krishna. Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Рупу Госвами, который говорил, что единственная цена, которую мы должны заплатить за то, чтобы обрести Кришну, это страстное желание, это глубокая жадность обрести его. Кришна очень доволен, когда мы очень энтузиастичны в том, чтобы слушать о нем. Когда мы энтузиастично созерцаем его форму божества. С энтузиазмом воспеваем святые имена. И энтузиастично в любом маленьком служении, которое мы не совершаем. Whether we're washing pots for the devotees, or whether we're doing arti for the deities, or whether we're distributing books, or whether we're taking care of our children for the service of Krishna. Krishna is pleased by our enthusiasm to please Him. Моем ли мы котлы для преданных, проводим ли мы пуджу для божеств, заботимся ли мы о детях, либо распространяем книги. Кришна доволен нашим энтузиазмом, который мы вкладываем в это служение. So all the cowherd boys are running to Krishna as fast as they can run. Все мальчики и пастушки бегут к Кришне изо всех своих сил. With such unlimited enthusiasm, just to show Krishna how much they love Him. С таким неограниченным энтузиазмом, просто для того, чтобы показать Кришне, как сильно они любят его. Krishna's pleasure is the center of our motivations, and everything becomes purified. Когда удовлетворение Кришны является центром всей нашей мотивации, то тогда все вокруг нас очищается. Thus, there was no possibility of negativity or endless envy amongst the cowherd boys. Their love for each other was connected very intimately with their love for Krishna. Таким образом, это невозможно, чтобы какая-либо зависть проникла в взаимоотношения мальчиков-пастушков, потому что весь их энтузиазм был направлен просто на то, чтобы совместно удовлетворять Кришну. Prabhupada teaches us that this is actually the standard of Vaishnava society. Шрила Прабхупада учит нас, что на самом деле это и является стандартом вайшнавского общества. We are individually and collectively actually Vaishnavas to the degree there is no envy in our heart. Индивидуально и на коллективном уровне мы являемся вайшнавами в той степени, в которой в нашем сердце отсутствует зависть. Now the bodily concept naturally impels envy in the heart. Телесная концепция естественным образом вызывает зависть в нашем сердце. That is why Prabhupada wrote on his back to Godhead that Godhead has light and Nescience is darkness. Именно поэтому Шрила Прабхупада написал на обложке Back to Godhead, что Бог — это свет, а невежество — это тьма. Krishna Surya Samaya Vaya Andhakara. Where there is Krishna, there is no darkness. He is the supreme light. Там, где есть Кришна, не может быть тьмы, потому что Кришна — это высший свет. Thus, individually and collectively, we must generate enthusiasm for the service and the pleasure of Krishna. Таким образом, на индивидуальном уровне и на коллективном уровне мы должны быть энтузиастичны в служении Кришне. And we must be very careful to analyze what actually will please Krishna. И мы должны быть очень осторожны и анализировать, что на самом деле удовлетворит Кришну. It is not according to our
idea. It is according to Krishna's idea. Мы не должны удовлетворять Кришну в соответствии со своей прихотью, мы должны удовлетворять Кришну в соответствии с его желаниями. And Krishna speaks through the scripture. И Кришна говорит о своих желаниях посредством Писания, Through the sadhus. посредством саду, And through the spiritual master. посредством духовного учителя. Yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada nāpati kuto. When Guru is pleased, Krishna is pleased. Когда Гуру доволен, Кришна доволен. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught the three most essential principles that pleased him. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что есть три самых существенных принципа, которые удовлетворяют его. Service to the Vaishnava. Служение Вайшнавам, Compassion to the ordinary living beings. сострадание по отношению к обычным живым существам And developing attachment to the chanting of the holy name. и развитие привязанности к воспеванию святых имен. Enthusiasm to perform these three principles pleases Krishna. Энтузиазм в совершении этих трех принципов удовлетворяет Кришну. If we simply put Krishna's pleasure based on what will really please Guru and the Vaishnavas, then all problems are easily resolved. Если мы энтузиастичны в том, что удовлетворяет Гуру и Вайшнаву, все наши проблемы будут разрешены. But when the false ego tries in its own mysterious ways to use the path of bhakti for its own purposes, it creates so much suffering and confusion. Но когда ложное эго очень загадочным образом находит способы использовать бхакти ради самого себя, то тогда мы испытываем огромные страдания. And historically, throughout the world, this has been a prominent characteristic of religion. И с исторической точки зрения, с точки зрения истории всего мира, мы видим, что это одна из основных проблем, которые существуют в религиозных кругах. Even when we come to the path of purification, to the pleasure of the Lord, the false ego wants to take control. Даже когда мы становимся на путь самоочищения ради удовлетворения Господа, ложное эго хочет взять все под свой контроль. Create division rather than unity. И вместо того, чтобы объединять преданных, разъединяет их. Selfishness rather than compassion. Создает эгоизм вместо сострадания. Judgmentalism, sectarianism rather than humility. Осуждение и сектантство вместо смирения. And even hatred rather than love. И ненависть вместо любви. This is a characteristic within every spiritual and religious path in the world. Таковы качества любого религиозного движения по всему миру. Simply because in order to really endeavor to please the Lord, we have to take a very humble position of what actually does the Lord want. Потому что в своей попытке удовлетворять Господа мы должны занять очень смиренное положение и должны выяснить, что на самом деле хочет Господь и как мы можем его удовлетворить. Srila Prabhupada has given us Srimad Bhagavatam, Шрила Прабхупада дал нам Шримад Бхагаватам, which reveals such exalted historical references of how great devotees have pursued the highest purpose of life, loving service of the Lord. Шримад Бхагаватам, который повествует о жизни величайших преданных, которые показывали своей жизнью стандарты преданности Господу. In the 3rd chapter, there's a beautiful verse that explains when devotees come together with an enthusiasm to hear and chant the glories of the Lord, for the pleasure of the Lord, there's no question of envy.
В 3 главе есть один стих, который говорит о том, что когда преданные собираются вместе ради удовлетворения Господа, то нет такой проблемы, как взаимная зависть. Chaitanya Mahaprabhu taught that the essence of Bhagavatam is to be the servant of the servant of the servant. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что сущностью Шримад Бхагаватам является положение слуги, слуги, слуги. Unless we develop that attitude, understanding of what Krishna consciousness really is not possible. И пока мы не разовьем это отношение и не поймем, чем на самом деле является сознание Кришны, это невозможно. Understanding Krishna is not possible by good memory, by intellectual research. Невозможно понять Кришну с помощью хорошей памяти, с помощью интеллектуальных исследований. Or even by great austerities or performing great feats. Либо даже с помощью совершения очень суровых аскез. Understanding Krishna is only possible by His grace. Понять Кришну мы можем только по Его милости. And that grace comes when we genuinely develop that service attitude of being servant of the servant of the servant. И эта милость приходит к нам только тогда, когда мы искренне развиваем настоящее настроение, положение слуги, слуги, слуги. Why? Because that pleases Krishna. Почему? Потому что это удовлетворяет Кришну. So today we are very fortunate. Сегодня я очень удачлив. A very intimate servant of the servant of Krishna is amongst us. Потому что один очень сокровенный слуга, слуги, слуги Кришны находится в нашем обществе. I believe the longest standing personal servant of Srila Prabhupada, Shruti Kirti Prabhu. Я думаю, что это был слуга Шрилы Прабхупады, который служил Шриле Прабхупаде в течение самого большого периода времени. Это Шрута Кирти Прабху. Srila Prabhupada loved him dearly Шрила Прабхупада очень любил его. because Prabhupada saw in his heart a simple person who simply wanted to please his spiritual master. Потому что Шрила Прабхупада видел в его сердце простую личность, которая просто пытается удовлетворить своего духовного учителя. He did not want a political position in the hierarchy of our movement. Он никогда не стремился к политическому положению в иерархии нашего движения. He did not desire any material benefits. Он не желал никогда никакого материального блага. He wasn't eager for many photos of him and Prabhupada to be there for the world to see. Он никогда не стремился к тому, чтобы позировать, чтобы затем появляться на многих фотографиях, где изображен он рядом с Шрилой Прабхупадой. He simply wanted to carry out whatever Prabhupada wanted him to do. Он просто хотел выполнять то, что ожидал от него Шрила Прабхупада. He wanted to please Prabhupada with his life, with his soul. Он хотел удовлетворить Шрилу Прабхупаду своей жизнью и душой. Such enthusiasm, and he very much won the love of Srila Prabhupada in a special way. Он проявил столько энтузиазма и поэтому заслужил любовь и внимание Шрилы Прабхупады особенным образом. And because of his deep affection and humble service, Srila Prabhupada revealed to him most esoteric revelations of the life of a pure devotee. И из-за его любви и смиренного служения Шрила Прабхупада проявил ему самую эзотерическую тайну чистого преданного. And
he has also brought his very exalted wife, Amekala Devi Prabhu. И он также приехал вместе со своей очень возвышенной супругой, Very senior disciple of Prabhupada with beautiful children. которая является одной из очень старших учениц Шрилы Прабхупады, у которой есть свои сыновья. Let us all welcome Shruti Kirti Prabhu and Amekala Mataji to the Ukraine. Давайте все вместе поприветствуем Шрутакирти Прабху и Матаджи Амекла, поприветствуем их в Украине. Похоже, что Шрутакирти Прабху, что они хотят, чтобы вы сейчас сказали кое-что. Я скажу еще одну вещь. I personally witnessed how Shrutakirti Prabhu achieved the personal service of His Divine Grace Srila Prabhupada. Я лично наблюдал за тем процессом, каким образом Шрутакирти Прабху обрел это драгоценное служение Шриле Прабхупаде. He is saying you do not want to hear this story. Он говорит, что вы не хотите услышать эту историю. We will take a vote. Давайте проголосуем. How many people do not want to hear this story? Кто не хочет услышать? How many people want to hear this А story? кто хочет услышать? Я расскажу им. In 1972 summer, Srila Prabhupada was coming for a very special and historical festival. Летом 1972 года Шрила Прабхупада приехал в одно место, где произошло одно очень важное историческое событие. He was coming to New Vrindavan in America to celebrate Janmashtami and his Vyas Puja. Он приехал в Нью-Вриндаван, в Америку, для того, чтобы отпраздновать Джанмаштами и свою Вяса-пуджу. And previous to this, he was going to give a historical lecture series that he personally entitled the Bhagavad Dharma Discourses. А перед празднованием Джанмаштами он провел многодневный семинар по Шримад Бхагаватам, который он лично назвал обсуждение Шримад Бхагаватам. New Vrindavan was just a very little muddy farm in a very isolated part of America called West Virginia. Нью-Вриндаван это была очень маленькая ферма, которая находилась где-то там в зарослях
в Америке. But yet, when Prabhupada stayed there in 1969, he proclaimed that this will be the North American place of pilgrimage for Krishna consciousness. Но когда Шрила Прабхупада приехал туда в 1969 году, он предсказал, что в Северной Америке это будет местом паломничества. So to establish New Vrindavan as a holy place of pilgrimage where devotees could come from all over America, Prabhupada arranged for this festival. И для того, чтобы начать отстраивать это место и развивать его как святое место паломничества, Шрила Прабхупада устроил этот огромный фестиваль. And devotees were coming from all directions to be there for Srila Prabhupada's discourses and to be there for his birth, his appearance day. И со всего мира преданные собирались в этом месте для того, чтобы послушать обсуждение Шрилы Прабхупады и быть в день его рождения рядом с ним. Suddenly a small community with a couple dozen people became hundreds and hundreds of devotees. И внезапно за одну ночь маленькая коммуна преданных, с дюжиной преданных, превратилась в огромную общину с сотнями преданных. Practically every temple in all of America, temple presidents, and as many devotees as could be spared came to New Vrindavan. Практически все президенты храмов со всей Америки вместе со всеми своими преданными съехались туда, чтобы быть в Вриндаване. Shruti Prabhu was the head cook for the devotee prasad. Шрутакирти Прабху был главным поваром, который готовил для преданных прасад. Now, cooking in those days means somebody has to cut trees down. И в то время в Вриндаване для того, чтобы приготовить обед, это означало, что нужно было рубить дрова. And then someone has to bring the wood in from the forest with oxen. Затем кто-то должен был пилой резать деревья в лесу и притаскивать их в это место. And someone had to, with axe, split the wood. Затем кто-то должен был колоть топором эти дрова. And then we had these barrels that were cut, and we put the wood under it and put pots on top. Затем у нас были специальные сооружения из кирпичей, куда мы подкладывали дрова и ложили на них огромные котлы. And we had these ancient, rusting wooden stoves. И у нас были очень древние, ржавые сковородки. And because the devotees didn't know how to properly judge what wood is good, it was usually 50% smoke and 50% fire. Так как преданные не привыкли к тому, чтобы пользоваться такими печами, самодельными печами, то они не знали, как правильным образом выявить огонь, поэтому на 50% это был огонь, а на 50% это был дым. Ни у кого не было денег. Бога означало, что бы там ни попадалось под руку. Sometimes the only subject there was a wild weed called pokeweed. И иногда единственное саджи, которое было доступно для нас, это было какое-то дикое растение, которое называлось боквид. Мы просто вырывали корни из земли и готовили саджи. Это не было легко быть поваром. Очень эстетично. Set up for just about 30 devotees, and all of a sudden there were hundreds and hundreds. Там жило 20 или 30 преданных, и вдруг пару сотен преданных съехалось сюда. Но Шрутакирти Прабху проявил такой энтузиазм. Basically every day he just made khichdi. Практически каждый день он готовил кичери. And breadsticks.
и также хлебные палочки. And they were the most delicious foods I ever had in my life. И это была самая вкусная пища, которую я когда-либо в своей жизни вкушал. Everyone was mad after this quiche. Все просто сходили с ума, чтобы получить еще немного больше кичери. How kitchery could be so good is a mystery. Это просто таинство, как простое кичери могло быть таким вкусным. And then the festival came. И начался фестиваль. And Prabhupada was speaking on top of a mountain every morning and evening. И Прабхупада каждое утро и каждый вечер на вершине холма говорил. Everybody was so eager to hear Prabhupada speak and be with him in that most beautiful scene. И все так сильно стремились к тому, чтобы быть в этой красивой атмосфере и слушать то, что рассказывал Шрила Прабхупада. On top of a beautiful mountain surrounded by valleys and mountains. На вершине очень красивого холма, который был окружен красивыми прекрасными видами долин. Prabhupada was on that mountain with Radha Damodar, Jagannath Baladev, Subhadra, and all the leaders of ISKCON. И Прабхупада находился на вершине этого холма вместе с Рада Дамодарой, с Баладев, Джаганнат Субхадра и со всеми лидерами ИСККОН. How would you have liked to have been there for that? И кто бы отказался от того, чтобы быть в том месте? It was the perfection of all of our desires. Это было совершенством всех наших желаний. Everyone was there, Все были там, except Shruti Kirti, за исключением Шукакирти Прабху. because he had to cook for all the devotees. Потому что ему нужно было готовить всем преданным обед. Practically had no time to sleep. Практически у него не было времени для сна. Cooking big pots with blazing fires all around him. Он готовил в огромных котлах, окруженные пылающими кострами. Prabhupada was giving lectures every morning and every evening for 2 weeks approximately. И в течение 2 недель Шрила Прабхупада каждое утро и каждый вечер давал свои лекции. And then there was the Janmashtami lecture of Prabhupada, where he stayed till about 2 in the morning speaking. И затем была лекция на Джанмаштами, когда Шрила Прабхупада практически до 2 часов утра говорил. And then the next day on the mountain was the historical Vyasa Puja celebration, where Prabhupada gave a wonderful address and everyone was offering their love to him. И затем на следующий день была историческая Вьяса-пуджа на вершине этого холма, где Шрила Прабхупада дал прекраснейшую глубокую лекцию, и все слушали ее. Shruti Kirti Prabhu was down in the fire pits cooking through all of it. Но Шутакирти Прабху находился внизу, окруженный пылающими кострами, и готовил для всех просад. Well, everyone was enjoying. He did not hear a single lecture of Prabhupada the whole festival. И пока все наслаждались, он не услышал ни одной лекции Шрилы Прабхупады за весь этот фестиваль. And Prabhupada was leaving the next day, И затем наступил день отъезда Шрилы Прабхупады. and he hardly got to see him. И он едва ли смог увидеть его. Why? Почему? Because he was serving the Vaishnavas. Потому что он служил Вайшнавам. He was servant of his guru. Он был слугой слуг своего гуру. He was the servant of all the servants of his guru. Он был слугой всех слуг своего гуру. And the night before Prabhupada left, Shruti Kirti Prabhu got the message to get ready, because tomorrow you're going with Prabhupada to be his personal servant wherever he goes in the world. И вечер до отъезда Шрилы Прабхупады, который должен был состояться на следующий день, Шутакирти Прабху получил послание. Готовься, завтра утром ты уезжаешь и будешь личным слугой Шрилы Прабхупады и будешь сопровождать его по всему миру, куда бы Прабхупада не уезжал. So how to please Guru? Так, как можно удовлетворить гуру? Please the servants of Guru. Нужно удовлетворять слуг этого гуру. Shruti Kirti Prabhu is the personification of this wonderful truth. И Шутакирти Прабху является олицетворением этой возвышенной истины. And then for years and years he was with Prabhupada. И затем в течение долгих лет он сопровождал Шрилу Прабхупаду. Day and night, everywhere in the world Prabhupada went.
день и ночь, куда бы Шрила Прабхупада не отправлялся во всем мире. Он всегда пытался просто заниматься любовным служением. Шрила Прабхупада просто наслаждался его обществом. Из-за простоты его сердца и искреннего, настоящего желания служить. И Шрила Прабхупада вложил в его сердце самые возвышенные, глубокие воспоминания об играх Шрила Прабхупады на этой земле. You cannot understand the ultimate goal of life, even if you read all the scriptures, scrutinizing. Господь Чайтанья говорил, что вы все равно не сможете понять, в чем смысл жизни, даже если вы очень подробно изучите все писания мира. Only understand the goal of life by examining the qualities and the life of the pure devotees. Вы сможете понять смысл жизни только тогда, когда изучите жизни чистых преданных Господа. И наш возлюбленный духовный брат Шритакирти Прабху теперь может изложить нам и рассказать, поведать все эти повествования об играх Шрилы Прабхупады. Таким образом заканчивается мое смиренное введение. Hare Krishna. Hare Krishna. I wonder what happened to that person. Я удивляюсь, что случилось с этой личностью. Он сидит у нас на виду. And, was it 2002 when we meet at Prabhupada Samadhi? 2002. В 2002 году мы встретились с Махараджем в Самадхи Прабхупады. It was the first time I had seen Maharaj since New Vrindavan, I think. Это был первый раз, когда я увидел Радханата Махараджа, еще с тех времен, когда мы были вместе в Вриндаване. Where were you in New Vrindavan at that time, 1972? А вы были во Вриндаване в 1972 году, в то время? Я доил коров. Dear Krishna Maharaj likes to tell that he was rolling chapatis for me. Dear Krishna Maharaj обычно любит рассказывать, что он катал чапати для меня. Я доил корову, еще твои котлы, мол, после приготовления. И не просто котлы, а твои котлы. So now it becomes clear, look at the service Maharaj is doing. Вот, все ясно. Вот посмотрите, каким служением занимался Махарадж. And look what I'm doing. А чем я занимаюсь сейчас? Sitting in a home. Сижу просто в своем доме. Все, чего я достиг сейчас, я достиг благодаря тому, что просто мыл котлы в Шритакирти Прабху. So a few years ago, we were both in Vrindavan during Kartik. Несколько лет тому назад
Мы вместе встретились во Вриндаване в сезон Картики. And it was my first time there in a few years. Это был мой первый визит во Вриндаван за несколько лет. And it was, I think, my third day there. Я был уже третий день пребывал во Вриндаване в то время. And I became very overwhelmed that day because all of a sudden there were 2,000 devotees there in Vrindavan. Я преисполнился эмоций в тот день, потому что увидел около 2000 преданных во Вриндаване. Most of them had arrived with Radhanath Maharaj. И большинство этих преданных прибыло во Вриндаван вместе с Радханатхом Махараджем. He was going to take them on parikrama. Он собирался провести их на парикраму. It became so crowded in the temple room that they couldn't get in to take darshan of the deities in Krishna Balaram Mandir. Храмовая комната в Кришна-Баларам Мандире была настолько переполнена преданными, что я даже не смог пробиться туда, чтобы получить даршан божеств Кришна-Баларама. So I sat in Samadhi, Prabhupada's Samadhi, and I was chanting japa at 4 o'clock in the morning. И поэтому в 4 часа утра я остался в самадхи Шрила Прабхупады и повторял перед Мурти Прабхупады джапу. And Maharaj came in and he invited me to the first day of the parikrama. Махарадж вошел в самадхи и самадхи Прабхупады и пригласил меня побыть вместе с ними в первый день парикрамы. So I accepted his invitation, Я принял его приглашение, having no idea what to expect. и я понятия не имел, чего мне следует ожидать. But he had this festival. It was the most organized festival I had ever seen in my whole life. Но этот фестиваль был самым хорошо организованным фестивалем, который я видел вообще в своей жизни. I think that year there was maybe only 10 buses. Я думаю, что в том году было всего лишь 10 автобусов, Maybe 20 buses. может быть 20 автобусов. 20 buses. 20 автобусов было. And each seat was assigned to a particular devotee. Каждое место было закреплено в автобусе за определенным преданным. And that day they were starting. It was the first day of the festival. И это был первый день фестиваля, они только начинали. And they were going to the birthplace of Srimati Radharani. И они выезжали в место рождения, явления Шримати Радхарани. Raval. В Равабу. I had never been there before. До этого я никогда не посещал этого места. So Maharaj let myself, I believe it was Jodhabara, we were in the car with you going to Raval that day. И Махарадж позволил мне вместе с Ядубаром Прабху, чтобы мы сопровождали его в машине в этой поездке до Равала. So we got there, of course, it was very beautiful. We went into the temple, took darshan. Prasadam was there for everyone, very nice prasadam. Там было очень красиво, мы получили даршан божеств, и там был организован просад для всех преданных. They even had an ambulance with a doctor and a nurse in case any devotee became ill. И в случае, что кто-то из преданных заболеет, там была даже машина скорой помощи с доктором. And they had antennas with FM radio. У них были антенны с устройством радио FM. So as he spoke, simultaneously it would be translated into Hindi and Bengali so that everyone could hear at the same time. И когда он говорил, то синхрон был по радио, преданные, говорящие на хинди, на бенгале, могли слушать синхронный перевод. And the devotees were the most, just like here in Kiev. И преданные были вот такими же, как преданные здесь, в Киеве. I'd like to stop right here also to thank you for the invitation here to the Ukraine. Я хочу тоже поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня сюда, на Украину. I haven't been here for 3 years. Я не был здесь уже 3 года. And I miss all the devotees here so much. They're the most wonderful devotees in the whole world, I think. Я очень скучал по всем преданным, потому что считаю, что это самые замечательные преданные во всем мире. And the most enthusiastic. И самые энтузиастичные преданные. And to come here is like going back to New Vrindavan in 1972. И приехать сюда, это все равно, что вернуться в Нью Вриндаван в 1972 год.
Because people just want to chant Hare Krishna and serve Krishna. Потому что в то время люди просто хотели служить Кришне и воспевать Харе Кришна. So this same mood was there in Raval that day. И то же самое настроение было тогда в Равеле. Everyone listened with such rapt attention Каждый слушал с таким глубоким вниманием. to everything that Maharaj was saying. И все, что Махарадж сказал, No one would move. никто даже не двигался. And he very kindly asked me to speak that day. И очень добродушно он попросил меня, чтобы я что-то сказал в тот день. And it was so nice because everyone wanted to hear about Srila Prabhupada. И была такая замечательная атмосфера, потому что все хотели слушать о Шриле Прабхупаде. And I could see just how expert and how wonderful Maharaj was. Я смог увидеть, насколько замечательным и искусным был Махарадж, Instilling in all his disciples this love for Prabhupada. в том, чтобы вдохновить или выявить любовь к Шриле Прабхупаде в сердцах своих учеников. Because from my perspective, it's this great love for Srila Prabhupada that helps us so much to become Krishna conscious. Потому что с моей скромной точки зрения именно любовь к Шриле Прабхупаде позволяет нам быть сознающими Кришну. This year, Hari Sari, he'll be doing his seminar on Bhagavatam, Srila Prabhupada living Bhagavatam. В этом году Харишвари Прабху он будет давать в Одессе семинар, который под названием Шрила Прабхупада живущий Бхагаватам, олицетворение Бхагаватам. And this was very much what was so nice to be with Srila Prabhupada, is he was living the Srimad Bhagavatam. И это было замечательным опытом жить рядом с Шрилой Прабхупадой, потому что он на самом деле был олицетворением Шримад Бхагаватам. He would sometimes say to his disciples, they would be in his room to speak with him. Иногда он говорил с учениками, которые находились в его комнате, и во время бесед с ними. And one of the devotees, they would want to speak with Prabhupada privately. И один из преданных захотел один на один поговорить с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada would say, we have no secrets. И Прабхупад сказал, у нас нет никаких тайн. He said, we don't have to say anything behind closed doors. Поэтому нам нет нужды разговаривать за закрытыми дверями. In my association that I was fortunate to have with Srila Prabhupada, I could always see that with him. Я был настолько удачлив, что видел, пока я сопровождал Шрилу Прабхупаду, я всегда видел это в нем. His activities didn't change. Его деятельность никогда не менялась. In fact, behind closed doors, you would even see more sweetness, more intimacy. На самом деле, за закрытыми дверьми можно было видеть еще больше сладости, еще больше сокровенного With the Supreme Lord. Верховного Господа. He would be reading his Krishna book. Он читал свою же книгу о Кришне. So many times I would walk into his room and he would be reading his books. Множество раз, когда я заходил к нему в комнату, я видел, как он читает свои собственные книги. And one time I walked in and he was reading Krishna book and he was reading a bit about the story about Denakasura. Однажды, когда я зашел к нему в комнату, он читал книгу о Кришне, читал историю о Денакасуре. And I walked in and offered obeisances. Я зашел, предложил свои поклоны. When I looked up, he just looked at me and he smiled. Когда я посмотрел на него, он взглянул на меня и улыбнулся. He said, I like to read about Krishna killing the demons very much. Он сказал, я так люблю читать о том, как Кришна убивает этих демонов. So this was what Prabhupada did behind the closed doors. Это то, чем занимался Прабхупада за закрытыми дверьми. He didn't pick up the daily newspaper ever. Он никогда не брал в руки какую-нибудь ежедневную свежую газету, чтобы читать за закрытыми дверьми. Not once. Я не видел этого ни одного раза. Never looked at television. Он никогда не смотрел телевизор. He had no interest in any of these activities. Его вообще эти вещи не интересовали.
So to be with him day after day, your faith, just by being with that person, Bhagavat, would become stronger. Поэтому пребывание с ним день за днем увеличивало веру, потому что я чувствовал, что живу рядом с личностью Бхагаваты. He would always encourage me to read his books as well. Он также всегда вдохновлял и меня, чтобы я читал его книги. I told that so many times I would come in and he would be reading one book or another. Я много раз заходил, он читал ту или иную книгу. And he would look at me and say, if you just read this one book, you can become Krishna conscious. Он каждый раз смотрел на меня и говорил, если ты будешь читать вот эту вот книгу, то ты станешь сознающим Кришну. He said it to me so many times. Он много раз мне это говорил. He knew I wasn't reading any books. Он знал, что я вообще не читал книг. I say, just read this one book, he would say. Поэтому он мне говорил всегда, просто читай вот эту одну книгу. And the one time he said, if you just read this one page, you can become Krishna conscious. Однажды он сказал, вот если ты будешь читать вот эту одну страницу, ты станешь сознающим Кришну. And he said, one paragraph. Однажды он сказал, один параграф. My good fortune was Prabhupada himself was the Bhagavatam. И моя великая удача состоит в том, что Прабхупада и был олицетворением Бхагаватам. And despite so many shortcomings, И несмотря на множество моих недостатков, I used to sit right there where you are я обычно сидел вот в этом месте. for about 1,000 classes. Я просидел в таком месте в течение 1000 лекций Шрилы Прабхупады. So somehow Prabhupada gave me some mercy after so many years to still have association with the devotees. Так или иначе, сейчас по милости Шрилы Прабхупады его милость проявилась в том, что я могу сидеть рядом с его учениками и иметь их общение. This is why he worked so hard to give us this society, Это то, почему он так тяжело трудился, чтобы дать нам это общество, so we can associate together. для того, чтобы мы могли общаться вместе, As Maharaj was saying in his class, как Махарадж говорил в своей лекции. in a positive way, Мы должны общаться позитивно, without envy. без зависти. And in that way we can become Krishna conscious. И таким образом мы станем сознающими Кришну. Does anyone know where Prabhupada was 40 years ago today? Вы знаете, где находился Шрила Прабхупада 40 лет тому назад в этот день? It was 4 days ago, Srila Prabhupada left Calcutta on the Jaladuta 40 years ago. 40 лет тому назад, 4 дня назад, Шрила Прабхупада выехал из Калькутты. And when he left, he started his diary, the Jaladuta diary. И когда он покинул Калькутту на корабле, он начал вести свой дневник. So I've been, after all these years, reading that each day, reading what Prabhupada had to say on that particular day in his diary. И вот после многих лет однажды мне попался в руки этот дневник, я читал, что делал Шрила Прабхупада каждый день. So today was just the third, fourth day of his journey. И сегодня был второй или третий или четвертый день его путешествия. And he was saying how Krishna was very kind И он говорил, что Кришна настолько добр, because he had given Sumatu Murariji the intelligence to give him a very first-class cabin. потому что он дал Сумати Махараджи разум для того, чтобы предоставить мне первоклассную каюту. Sometimes Srila Prabhupada would give little hints about who he was, just how special he was. Иногда Шрила Прабхупада давал маленькие намеки о том, каким возвышенным он был и какой особенной личностью он был. That was a little hint. Вот это тоже был маленький намек. He gave some bigger hints sometimes that he had told me different things. Иногда он давал намеки побольше, потому что были времена, когда он говорил, раскрывал мне более сложные вещи. About his special position coming to this world. Например, о его особом положении и о приходе в этот мир. But in this first few days of the diary, he was just expressing how kind Krishna was to make
all the nicest arrangements for him to come to America. И вот первые дни своего дневника он писал о том, как замечателен Кришна, что он устроил все таким образом, что дал нам возможность приехать на Запад. But today, 40 years ago today, the ship entered into the Bay of Bengal. И вот 4 дня после отъезда Шрилы Прабхупады, вот в наш день сегодня Прабхупада на корабле заплывает в Бенгальский залив. By today it was on the way to Ceylon. They were off the coast of Ceylon. Сегодня он находится на пути в Цейлон. And he said he saw the most amazing things. Он говорит, что я видел самую поразительную вещь. He said there were men on little boats fishing in the water. Он говорил, что я увидел маленьких людей на лодках, которые рыбачили. He says, and as he looked at them, sometimes they all looked like they were dying. Он говорил, что иногда, когда я смотрел на них, то выглядело, как будто бы они вот-вот умрут. He said in the next moment they were all working very hard. А через мгновение они уже тяжело трудились. This is what he observed as the waves were going up and down in the ocean. Это то, что он наблюдал, находясь на палубе корабля, по мере того, как волны этого океана раскачивали лодку. So then he spoke with the captain and found out that they were out maybe 5-6 miles from the coast of Ceylon. И затем он поговорил с капитаном и выяснил, что эти люди на лодках находились в 5 или 6 милях от берега Цейлона. So then he said towards the end, he said, such a dangerous job they have. И затем в конце он написал, такая опасная работа. Well, as soon as I read it, I could just see Prabhupada just wrote one paragraph, how he was preaching. Когда я прочитал это, я видел, как в маленьком таком абзаце, что Прабхупада уже проповедовал. And I could see this was all our lives in this material world. И я увидел, что на самом деле он просто описал всю нашу жизнь в материальном мире в этом абзаце. Because sometimes you're on the top of that wave. Потому что иногда вы находитесь на вершине этой волны, And other times you're down at the bottom drowning. а иногда вы находитесь внизу и тонете. More and more in society, this is what's going on. И в обществе это имеет место все больше и больше. And because of this, Prabhupada was crossing this Atlantic Ocean to go to New York. И вот для того, чтобы спасти нас от этого, Шрила Прабхупада пересек Атлантический океан и приехал в Нью-Йорк. So I was thinking of each day as I spoke, I wanted to take that one day, what Prabhupada had said each day. И поэтому я думал, что каждый день, когда я буду рассказывать о нем, я буду читать об этом дне в дневнике Шрилы Прабхупады. Because it's such an amazing thing that Prabhupada did for us. Потому что это потрясающая вещь, то, что сделал Шрила Прабхупада ради нас. When I listened to Maharaj speak about my serving in New Vrindavan, Когда я слушал о том, как Махарадж рассказывал о моем служении в Нью-Вриндаване, there's actually a lot of it that was true. Много из того, что он сказал, было правдой. We practiced a lot of austerities back then. Мы на самом деле были очень аскетичными в то время. All the devotees did. И все преданные совершали эти аскезы. We all worked very hard. Мы все очень тяжело трудились. Because we knew how hard Srila Prabhupada was working for all of us. Потому что мы знали, как тяжело Шрила Прабхупада работает ради всех нас. And especially nowadays as I travel around, I see how easy Prabhupada has made everything for us to become Krishna conscious. И особенно в наши дни, когда я сейчас путешествую по всему миру, я вижу, как Шрила Прабхупада устроил все таким образом, чтобы нам было очень легко практиковать сознание Кришны. He himself, he did all the work. Он сам сделал практически всю работу. He used to say he was so happy in Vrindavan. Он иногда говорил, я был так счастлив, просто живя в Вриндаване. Sitting at Radha Damodar temple. Я находился в храме Рады Дамодара. He would take prasadam in the kitchen in his quarters. В своих апартаментах на кухне он принимал прасад. And he would look out through the window and see Srila Rupa Goswami's samadhi. И через окно он смотрел и видел самадхи Шрилы Рупы Госвами. And he would
pray to him и молился ему to help him spread his mission. о помощи, чтобы распространить свою миссию. He said, but he was very peaceful there in Vrindavan. Он говорил, что во Вриндаване было очень мирно, But he left that. но он уехал из этого места. He said, because it was his duty. Он говорил, потому что это был мой долг. So this is what Prabhupada has given all of us. Это то, что Шрила Прабхупада дал всем нам. So we all adopt this duty from Srila Prabhupada. Поэтому мы все должны принять этот долг от Шрилы Прабхупады. He never stopped his entire life. В своей жизни он никогда не останавливался. As we know, right up until the very last days, Как мы знаем, даже вплоть до последнего своего дня he was still translating. он продолжал свои переводы. In Vrindavan, when he was sitting there in 1965, Когда он находился во Вриндаване в 1965 году, he said, Vrindavan, he said, Radha Damodar Temple, он сказал, что во Вриндаване храм Рады Дамодара, he said it was the hub of the wheel of the spiritual universe. был осью колеса духовного неба. So he left that spot. Он говорил, что я покинул это место. And as you can read from the beginning on, it was nothing but hardships. И как мы можем читать в воспоминаниях о нем, что с самого начала это были сплошные испытания. And then when he came to America, И затем, когда он приехал в Америку, there was more difficulty. там было еще больше сложностей. He would sometimes write his godbrothers, Иногда он писал своим духовным братьям, ask them for assistance, просил у них помощи, ask them to send a disciple, просил, чтобы те послали своих учеников, ask them to help establish a center, просил, чтобы те помогли установить, открыть новый храм, because no one was coming. но никто не приезжал. For many months, no one came. Много месяцев подряд никто не приезжал на помощь. And he kept writing and asking them to get involved, saying it's a very good place. Он продолжал писать им и убеждал их, что приезжайте, это очень хорошее место. And he said it's the desire of our Guru Maharaj to do this. И он говорил, это желание нашего Гуру Махараджа сделать это. And that we should put aside all of our quarrels and work together. Давайте оставим все наши ссоры и будем трудиться вместе. No one would help. Никто не помогал. The only people that Krishna sent Единственных людей, которых послал Кришна, were all these young American boys and girls были все эти молодые американские парни и девушки, who had all bad habits. у которых были сплошные дурные привычки. Prabhupada referred to us as monkeys. Прабхупада иногда говорил о них, что это просто обезьяны. I remember once, it was one of the very first sannyasis, this was in early ISKCON, 1973. Помню, что однажды в 1973 году это был одним из первых саньяси в Исконе. He had fallen down Он упал and he got married. и женился. So when Prabhupada came to the city where he was living, he went to visit Prabhupada. И когда Прабхупада приехал в этот город, где жил этот бывший саньяси, этот преданный пришел повидаться с Шрилой Прабхупадой. He was very embarrassed and very ashamed of what he had done. Он был очень пристыжен и чувствовал себя ужасно, ему было стыдно за то, что он сделал. But still, he saw Prabhupada was a spiritual master and he just had to see him. Но он все равно понимал, что Шрила Прабхупада – это его духовный учитель, он должен его увидеть. So when he went in to see Srila Prabhupada in the room, he offered obeisances and sat up. И когда он вошел в комнату Шрилы Прабхупады, он предложил свои поклоны и затем встал. And Prabhupada had a big smile on his face. У Прабхупады была огромная улыбка на его лице. And he was so happy to see him. Он был настолько счастлив увидеть его. And he said, so now you're a householder. Он сказал, ну что, теперь ты домохозяин. He said, so you be peaceful and you serve Krishna as a householder. Будь умиротворенным и служи Кришне в качестве домохозяина. And he said, thank you, Prabhupada. И преданный сказал, спасибо, Прабхупада. He
He said, I didn't know whether you would take me back. Я не знал, примете ли вы меня обратно. And Prabhupada said, I am not Lord Chaitanya. И Прабхупада сказал, я не Господь Чайтанья. He said, Lord Chaitanya, he could make the animals chant and dance. Он сказал, Господь Чайтанья мог заставить даже животных петь и танцевать. Without any help. Без всякой помощи. He said, but I need all the help I can get. Но я нуждаюсь в любой помощи, которую вы можете мне дать. So the other day I was thinking about that. Вот на днях я думал об этом. And I was realizing Prabhupada did make animals chant and dance. Я осознал, что Прабхупада на самом деле вынудил таких животных петь и танцевать. Because when he came to America, that's what we were. Потому что когда он приехал в Америку, то это то, как раз кем мы были. We had no understanding of spiritual life. У нас не было понимания духовной жизни. And as Prabhupada said, we were absorbed in intoxication and illicit sex. Как Прабхупада говорил, что мы были поглощены с головой в интоксикации, в одурманивающие вещества и в незаконный секс. But Srila Prabhupada, by his sheer determination and his faith in the holy name and his spiritual master, made us dance. Шрила Прабхупада, благодаря своей твердой уверенности и вере в святое имя своего духовного учителя, заставил нас танцевать. And anyone that maintains that faith in Srila Prabhupada can continue to dance. И каждый, кто поддерживает эту веру в Шрилу Прабхупаду, продолжает танцевать и в наши дни. Yeah. What is our program this evening? How long does this go on this evening? 2 to 3 or 4? As you said, by phone. Yeah. As you said, by phone. By phone? As I said. I said you go on till midnight. Would you like to speak a little more? So, anyway, it's so nice to be back here. Everyone is eager to hear about Krishna and Srila Prabhupada. Я так счастлив опять быть вместе с вами, потому что вы так страстно желаете слушать о Кришне и Шриле Прабхупаде. And as Maharaj said, since I was here 3 years ago, I just see everything is expanding more and more. Как Махарадж говорил, что со времени своего последнего приезда он видит, как здесь все растет, все больше и больше. И то же самое я вижу, что произошло за последние 3 года. Srila Prabhupada gave such a simple program. Шрила Прабхупада дал нам такую простую программу. Once a devotee, they asked Prabhupada about how do we celebrate New Year's? Do we do something special? Однажды один преданный спросил Шрилу Прабхупады: Шрила Прабхупада, как мы можем праздновать Новый год? Должны ли мы что-то особенное устраивать? And Prabhupada laughed. He said, for us, every day is New Year. Прабхупада посмеялся и сказал: мы празднуем Новый год каждый день. And he said that once there were one Hindu holiday was in India, and they said the same thing. Prabhupada, do we have a festival on this day? И однажды в Индии тоже был какой-то праздник, индийский праздник для хинду. И преданные спросили Шрилу Прабхупаду: сегодня праздник, мы должны тоже его праздновать? He said, we have a festival every day. Прабхупада сказал: мы каждый день празднуем. See, this was the program Prabhupada gave us. Это та программа, которую дал нам Шрила Прабхупада. And he would always reiterate that program. И он всегда оживлял такие программы. Chant, dance, and take prasad. Нужно просто петь, танцевать и принимать прасадам. And then you get tired, you take a little rest. И затем, когда вы устаете, нужно немного отдыхать. But he worked very hard to establish that program. Но он трудился так тяжело для того, чтобы утвердить эту программу. As I was saying, right to the final days, he was lying on his bed. It was just a few days before he left us. Как я говорил, вплоть до последнего своего дня Шрила Прабхупада говорил об этом. And devotees sometimes they didn't know whether Prabhupada
was there, or he was paying attention, was he sleeping, was he in samadhi? They didn't know where Prabhupada was. Иногда в последние дни пребывания Шрилы Прабхупады преданные не знали, Прабхупада находится в сознании, он находится в знании или уже в самадхи. And he always wanted 2 programs to go on. Но он всегда хотел, чтобы 2 вещи происходили. They would either be having bhajan in his room, Либо чтобы преданные пели баджаны в его комнате, and when there wasn't bhajan, they would read Krishna book. а если преданные не пели баджан, то тогда они должны были читать источник Кришного наслаждения. Just as Prabhupada would read Krishna book over all those years. Потому что Прабхупада всегда любил читать эту книгу в течение всех этих лет. So, a friend of mine, he used to read Prabhupada Krishna book in that room. И вот один мой друг обычно читал для Шрилы Прабхупады эту книгу о Кришне в комнате Прабхупады. And he was very happy to read, but he didn't know if Prabhupada was listening, because Prabhupada's eyes were closed. Он был очень счастлив продолжать читать, но он не понимал, слушает ли Шрила Прабхупада, потому что глаза Шрилы Прабхупады были закрыты. And he would read for hours. И он читал в течение многих часов. So at one point he had read for over 2 hours straight. Prabhupada was just lying there still. И вот однажды он читал уже 2 час, а Прабхупада просто лежал с закрытыми глазами. And he mispronounced a word in Sanskrit. Он неправильно произнес одно слово на санскрите. And as soon as he mispronounced the word, Prabhupada in a very loud voice corrected him. И как только он неправильно произнес это слово на санскрите, Прабхупада очень громким голосом поправил его. Listening to every word that had been going on. Он слушал каждое слово, которое тот читал. He always knew exactly everything. Он всегда знал в точности все до мелочей. Guru Kripa Maharaj told one story at that time. When Prabhupada took his final trip, he went to London. Гуру Крипа Махарадж однажды рассказывал, что когда Шрила Прабхупада поехал в последнее свое путешествие в Лондон, Just 2 months before his disappearance. За 2 месяца до его ухода. And his plan was to go back and travel to the west and to go to Hawaii and to enliven the devotees. И план Прабхупады состоял в том, чтобы после Лондона затем поехать на Гавайи и воодушевлять преданных. But when he got to London, the plan had changed. Но когда они приехали в Лондон, планы поменялись. So many disciples, they were afraid that Prabhupada wouldn't make such a difficult journey. Множество учеников Прабхупады побоялись, что Прабхупада не выдержит таких поездок больше. And Guru Kripa, he was carrying with a few other devotees, they would carry Prabhupada. So he was carrying him down from the plane. Гуру Крипа вместе с другим преданным просто нес Шрилу Прабхупады по лестничному трапу с самолета. Prabhupada at that time, his body was, so you would say, literally almost skin and bones. В то время, буквально говоря, тело Шрилы Прабхупады состояло просто из кожи и костей. But at the same time, his skin was very beautiful. А в то же время его кожа была очень красивой. It was still golden. Она все еще была золотистого цвета. It wasn't a pale color. Это не было, кожа не была бледного цвета. So as he was carrying him down, he looked into Prabhupada's eyes. Вот когда они несли его вниз, он посмотрел в глаза Шрилы Прабхупады. And he started thinking in his mind. И он начал думать в своем уме. He said, when Prabhupada is going through all this suffering for us, for me. Прабхупада испытывает все эти страдания ради нас, ради меня. And as soon as he had that thought, Prabhupada made a big smile. И как только у него появилась эта мысль, Прабхупада очень сильно улыбнулся. And he just realized Prabhupada wasn't suffering at all. И он тогда понял, Прабхупада на самом деле вообще не страдает. Prabhupada was in ecstasy. Прабхупада был в экстазе. Because Prabhupada was not affected as a pure devotee. This is the devotee is not affected by anything that was going on around him. Потому что, будучи чистым преданным, Шрила Прабхупада не попадал под влияние окружающей среды. Over the years, I saw this, my godbrothers and myself make so many mistakes every day.
minute to minute, hour to hour, we're always making mistakes. В течение многих лет подряд, будучи слугой Прабхупады, я сам делал множество ошибок и также видел, что другие преданные делали ошибку за ошибкой каждый час, каждую минуту. Prabhupada was so expert at everything he did. Прабхупад был настолько искусным во всем, что он делал. And we very much were the opposite. We had no qualification. Но мы были противоположностью, у нас вообще не было квалификации. We were spoiled Americans, 18, 19, 20 years old. Мы были 18-летними, 19-летними, 20-летними испорченными американцами. And he would train us and chastise us. Он обучал нас, ругал нас. And you'll hear this so much. Devotees tell stories about Prabhupada. We chastise this person and he chastised that person. И вы можете услышать множество историй, когда Шрила Прабхупада ругал разных преданных. But as what I got to see was after Prabhupada was done chastising everyone, Но что я видел, что после того, как Шрила Прабхупада отругает кого-то, I got to see him, see the door close behind him. Прабхупада всегда хотел, чтобы дверь после этого была закрыта. And then he would in ecstasy read Krishna book. И затем Прабхупада садился и в экстазе читал книгу о Кришне. He would get the harmonium and do a bhajan. Брал гаймон и пел баджан. He was completely content. Он был полностью сосредоточен. And he would say this was his duty to train his disciples, to try to make them strong, develop intelligence. Он говорил, это моя обязанность тренировать, обучать моих учеников для того, чтобы укрепить их интеллект. So that they could help them spread this society. Для того, чтобы они смогли помочь ему распространять это общество. But he wasn't some angry, overbearing manager. Он не был просто каким-то гневливым менеджером, который погряз в разных делах. He was a pure devotee of the Lord. Он был чистым преданным Господа. He was always engaged in intimate pastimes Он всегда был занят сокровенными играми with the Lord and his devotees. с Господом и с его преданными. It's okay for this evening? Anyway, I'm so fortunate because I missed Maharaj. He was in Italy for 1 week and he invited me to come. Я был очень удачлив, потому что в течение одной недели Махарадж был в Италии, он пригласил меня туда приехать. And I was so upset that I didn't get his association. Но я был настолько расстроен, что упустил эту возможность и не получил его общения там. And I said I can't go to Italy because I have to prepare to go to the Ukraine. Я сказал, я не могу сейчас поехать в Италию, потому что готовлюсь к тому, чтобы выехать на Украину. And I'm leaving on August 17th. Я уезжаю 17 августа. And he said, so am I. Он сказал, ну и я тоже. See, Krishna satisfies all our desires. Кришна удовлетворяет все наши желания. All right. Maharaj будет завтра утром давать лекцию, а Шатакирти пробовал вечернюю лекцию.
Он говорит, что здесь вообще другой мир, который отличается от Лондона. У меня есть небольшое объявление, если просто у нас есть определенные расходы, если у вас есть возможность просто сделать какие-то пожертвования, то вы можете сделать их для Махараджа или для могилы собирать. Можно просто мне передать, если кто хочет.